Привет, Арми. Неужели искреннее признание Чингука только что вскрыло давно скрытую рану между ним и Тумом? Почему его короткое заявление вызвало слезы у миллионов Арми по всему миру? Что на самом деле происходит, когда двух некогда близких друзей разделяют не только тысячи километров между Парижем и Америкой, но и эмоции, которые медленно раскрываются одна за другой? Мир К-поп снова потрясло. Не выход новой песни или выступления, а нечто гораздо более личное, глубокое признание Джона Чингука о Ким Тэхёне. В ранее не публиковавшемся эксклюзивном интервью Чингук наконец-то высказался, и его слова вызвали мощную волну эмоций у Арми по всему миру. «Я только что узнал об этом», — сказал он сквозь слезы. Фраза, хоть и простая, несла в себе глубокий и запутанный смысл. Вопрос в том, что Чингук только что узнал, и почему это было так больно. Интервью состоялось неожиданно, во время плотного графика Чингука в США. Он только что закончил запись и, казалось, отдыхал в небольшой студии в Лос-Анджелесе, когда корейский журналист задал ему простой вопрос. «Почему вы больше всего скучаете из былых времен BTS?» Чингук на мгновение замолчал, а затем ответил. «Патэ». Ответ положил конец молчанию. Ни смеха, ни улыбки, лишь пустой взгляд отражался в студийном стекле. Только сейчас я понял, что Тэхён все держит в себе. Все это время я думал, что с ним все в порядке, но я ошибался. Затем Чингук опустил голову, и в этот момент миллионы Арми, смотревших повтор на цифровых платформах, почувствовали что-то странное, смесь утраты, эмоций и большого вопросительного знака. Тем временем, на другом конце света, Тэхён был в Париже на роскошном модном мероприятии с участием нескольких мировых икон, но, в отличие от своего обычного состояния, выражение его лица было гораздо спокойнее. Казалось, он выдавливал улыбку, и последние 3 дня он не публиковал ничего личного. Что с ним происходит? Чувствовал ли он то же, что и Чингук? Несколько фанатов на мероприятии утверждали, что видели Тэхёна, сидящего в одиночестве на балконе своего отеля и смотрящего на ночное парижское небо. Не было ни слов, ни музыки, лишь долгое молчание и отстраненный взгляд, словно погруженный в глубокие раздумья. А сразу после того, как признание Чингука разлетелось по социальным сетям, на аккаунте Тэхёна на Уиверс появился загадочный пост. «Я просто хочу, чтобы кто-то увидел меня по-настоящему, без моих слов». Эта фраза сразу же вызвала переполох. Стало ли это ответом на нынешнее чувство вины Чингука? Арми, которые внимательно следили за их судьбой, знают, насколько глубока дружба Тэхёна и Чингука. Их называют родственными душами, неразлучным дуэтом, который, кажется, всегда понимает друг друга даже без слов. Однако, как признался Чингук, не все можно увидеть со стороны, даже самым близким. В интервью Чингук также рассказал, что недавно смотрел старые записи, где Тэхён смеялся с другими участниками группы, но его глаза не улыбались. В то время я был слишком сосредоточен на себе. Я был занят своим сольным альбомом, репетициями и концертами. Я думал, что все хорошо, но это было не так. Чувства Арми были разными, многие были тронуты честностью Чингука, но также огорчены тем, что эта боль осознается только сейчас, когда физическая и эмоциональная дистанция стала настолько большой. Почему им потребовалось так много времени, чтобы поговорить? Один фанат написал в Твиттере: «Им нужно поговорить лично. Чингук, поезжай в Париж». Тем временем начали появляться теории. Некоторые Арми предположили, что признание Чингука на самом деле было ответом на тонкие послания, которые Тэхён посылал им последние несколько месяцев. В предыдущем интервью Тэхён сказал: «Иногда мне хочется остановить время, чтобы любимые люди могли остаться со мной подольше». Теперь фанаты перечитывали эти слова в совершенно новом контексте. Было ли это признаком разрыва отношений или началом давно назревшего эмоционального примирения? Некоторые фанаты назвали это молчаливым разрывом между двумя друзьями, которые столько всего пережили вместе, но забывали пообщаться из-за своей суеты и непреодолимого давления. Источники, близкие к группе, сообщили, что после признания Чингук тайно связывался с кем-то и отменил небольшой концерт в Нью-Йорке. Пошли слухи, что он подумывает о неожиданном рейсе в Париж, однако на момент написания статьи официального подтверждения от Big Hit или представителей их агентства не было.
Вопрос, который сейчас волнует всех, поговорят ли они? Хватит ли у Чингука смелости связаться с Тэхёном и сказать ему прямо о своих чувствах? И готов ли Тэхён выслушать? Еще более удивительно, что в коротком прямом эфире, который Чингук провел тем же вечером, он с серьезным выражением лица сыграл старую песню BTS «The Truth Untold». Он молча сидел, слушая песню. ARMY, смотревшие трансляцию, сразу почувствовали скрытый смысл в песне – извинение, признание или знак того, что он готов исправить что-то давно забытое. Некоторые аналитики поп-культуры назвали этот момент эмоциональным землетрясением в истории отношений участников BTS. Это было не просто признание, а глубокое размышление о долго подавляемой эмоциональной динамике. Под давлением мировой суперзвезды часто забываются мелочи, взаимная поддержка, объятие друга или просто выслушивание. И теперь, когда все достигли точки эмоционального истощения, только честность может открыть дверь к исцелению. И в конце концов, одной этой фразы хватило, чтобы разрушить повисшую над ними тишину. «Я узнал об этом только сейчас». Слова Чингука, произнесенные тихо, почти дрожащими, были настолько сильными, что растрогали миллионы ARMY по всему миру до слез. Не из-за драмы, не из-за сенсационности, а из-за самой настоящей боли, боли друга, который слишком поздно осознал что-то, что, возможно, было слишком глубоко задето. В своем признании Чингук говорил не только как участник BTS. Он говорил как человек, тот, кто смеялся, взрослел и делился мечтами с Тэхёном. Но также и тот, кто теперь оглядывался назад широко раскрытыми глазами, осознавая, что упустил что-то важное. И это признание стало эмоциональным поворотным моментом не только для него, но и для всего фандома, который таил в себе вопросы без ответов. Как два столь близких человека могли отдалиться друг от друга, так и не поговорив по-настоящему о своей боли? Как дружба, казавшаяся такой идеальной, могла втайне нести такое тяжкое бремя? Реакция ARMY была неудержимой. Сети заполонили хэштеги вроде «решетка Эйрюэнкак», «решетка Таюнгелавиоу» и «решетка Тайка Акфаривер». Фан-арт, памятные видео и снимки счастливых моментов всплыли на поверхность, словно предлагая общее утешение после того, что только что открылось. Речь шла не только о двух айдолах, но и о связи, которая долгое время была вдохновением для многих, связи, которая теперь проверена временем, расстоянием и недопониманием, которое, возможно, никогда не было запланировано. Но за всей этой грустью был проблеск надежды. Признание Чингука не означало конца, это было начало. Начало смелости признать вину, снова открыть дверь общения и, возможно, однажды исправить то, что было сломано. ARMY не могут изменить свое прошлое, но они могут оставаться голосом надежды на будущее. Потому что в мире BTS каждая слеза несет в себе послание, а каждая честность открывает дверь возможностям. И если мы чему-то и научились сегодня, так это тому, что даже самые сильные сердца можно разбить молча, но их также можно исцелить искренними словами. Мы можем только надеяться. Тэхин слышит. И отвечает. Возможно, сейчас самое время Тэхену и Чингуку поговорить. Не как всемирно известные звезды, а как два друга, которые когда-то пообещали защищать друг друга, несмотря ни на что. Мир может меняться, графики могут быть плотными, расстояния могут разделять континенты, но искреннее сердце никогда не должно сбиваться с пути. ARMY остается только надеяться, ждать момента, когда эти два голоса, некогда соединенные в музыкальной гармонии, воссоединятся в разговоре, полном понимания. И, возможно, когда придет это время, фраза «Я только сейчас об этом узнал» превратится в «Спасибо, что выслушали меня». So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting posterized. We out here